полицейские машину поставили, чтобы, значит, никто в окно камень не кинул, еще что, мало, может ворваться в дом. Вот они охраняют, молодцы. Пока от зоны в себя прихожу, пиво пью. Немного позабыться. Я вот сел при Путине, освободился при Путине, и, наверное, помру при Путине. В начале марта, после 17 лет заключения, Виктор Мохов вышел на свободу. Все не за ваше здоровье. А вам вообще нравится повышенное внимание к вашей персоне? По кайфу. Так вот сел бегать, журналистов там с зоны встречали, там машин 15 нам приехало. А на зоне обращали на вас внимание? Знали вашу историю уже? Ну, там все знают, вся страна знает. На зоне все знали, конечно. Некоторые заезжают сейчас, о, говорит, Мохов, а я вот еще был, мне там в школу ходил, я тебя по телевизору видал. Так что очень многие знают. По нашей просьбе интервью с маньяком будет комментировать Анна Кулик, независимый эксперт и профайлер, которая работает с ФСБ и Следственным комитетом. Та картинка, которую мы видим, которую привыкли в общем представлении, что маньяк – это кто-то кровожадный, такой, с которым страшно вообще находиться в одном помещении, что он сейчас сбросится, накинется. Ну, Мохов в данном случае нет. Он всегда привык быть простачком, адаптироваться под ситуацию, прикидываться ветошью. Если сравнивать с остальными такими маньяками, как Печушкин, Попков ангарский, которые агрессивные, которые с какой-то идеологией своей внутренней, властью, внутренней агрессивностью совершали такие самые изуверские страшные вещи, то Мохов здесь выглядит достаточно таким скромным, простеньким, сексуально озабоченным, гедонистическим, тоже малоэмоциональным, и неинтеллектуальным. Насколько я могу судить по всяким рассказам и прессе, к людям с такой статьей на зоне очень плохо относятся. То есть их либо убивают, либо опускают. В зоне со мной сидело много таких. И детей насиловали, и убивали, вот женщин насиловали, убивали. Их загоняют в эти, обиженные. Некоторых опускают, некоторых так. А что значит загоняют в обиженные? Предлагают, низшая категория. Выполняют самую грязную и тяжелую работу. В столовую заходишь, там отдельно столы у нас, все отдельно посуда, моют отдельно, все, наказывают все отдельно. Это с самого первого дня, когда вы попадаете на зону, как это происходит? Там сразу скажете, переходи в обиженные. Это администрация распределяет? И администрации, и сами осужденные. Такие статьи, сексуальные преступления, переходи в обиженные. Иначе там плохо будет, все такое. И переходят. То есть угрожают чем? Не угрожают, говорят, что там плохо тебе будет, в общем, что-то. А это миф, что людей, которые сидят по этим статьям, как правило, насилуют? Бывает и насилуют. Бывает. А от чего это зависит? Может, от человека, не знаю. То есть к вам никто даже не подходил? Нет, я просто, может, возраст такой пожилой, кому и нужен. А молодых некоторых насилуют бывает. Опускают. Здесь видно, что, скорее всего, конечно, в некоторой степени умалчивает полную картину, но для него это прям, для них, для всех данная тема, она прям страшная. Это наверное, более болезненные темы. Многие из них даже готовы рассказывать про свои изуверства, общаться с психологами, со всеми специалистами, раскрывать свои внутренние мотивы. Но эта тема, которая касается тюремного заключения, если по сниженной иерархии, она всегда очень болезненная и стрессовая. Тем более он же себя... Почему девушек-то себе молоденьких? Он же объяснял нам, так самцом себя чувствует, а какой самец может обиженным-то быть? Вы сами не задавались вопросом, откуда у вас эта тяга к насилию над женщинами? Нет, там, во-первых, в тюрьме свободного времени мало по нашим статьям. Мы целыми днями занимаемся уборкой. Полы моем, помещения убираем, территорию убираем, там времени мало свободного. То есть никакого самокопания не было? Нет. Вину свою скопил, конечно, что теперь. Всю жизнь страдать.
У девочки сейчас все хорошо, мне это радует. У них все наладилось. Если бы вы могли избавиться от каких-то черт своих характера своего, что бы это было? Какие черты? У меня все черты хорошие. И нет плохих черт. Вы себя считаете хорошим человеком? Ну, оступился немножко. С кем не бывает. На все вопросы про какую-то рефлексию, самокопание, про чувства и эмоции, они будут пролетать мимо него. Он их не понимает. Это все равно, что мы с вами будем с носителем другого языка разговаривать на своем. Это не его язык. Язык эмоций и чувств не для него. Он не понимает. Деревья какие большие стоят, не узнаешь. Когда мне садили, некоторые деревья такие были, маленькие, посади кустики. А чего здоровенные. Так-то не обе замужем девочки. Я всегда их успехом радовался. Лена стала учительницей английского языка. Она там учила английский. Я купал словари, учебники. Катя вообще рукодельница была, мастерица. Катя там жила, она не рожала, а Лена рожала. Сейчас наоборот получилось. Катя родила, а Лена нет. От меня родила, больше не рожает. Ну, я не знаю. Надо опять меня заняться ей. Там в зоне одни мужики, они уж это, глаза уже на них не смотрят. А как женщину видишь, такое настроение поднимается. Ну, вот здесь вход в гараж, вот здесь ключами нету, закрытый. Здесь аккуратнее, смотрите. А вы раз здесь не были? Нет, раньше здесь у подвала? Да. Нет. Вот вход. Явно ощущение прям бункер. Сталинский, да? Так вот с виду не поймешь, да? Тут видишь, все как однородно. Бабушка, а вы не знали, что здесь было, да? Вот еще откуда я такой знал. Я сразу, видите, завязывала. Это самое, а гараж чей это? Как че? Вообще, чей, кому принадлежит-то? Ну как, ну, ему кому же, мне что ли? А, то есть это гараж от мужчины, да, какого-то? Ну, А как его зовут? Ее сын. ну, сына. А это сын ваш? Ну, кто же еще будет? Сына. Он хозяин. Открывай. Ну, малый. Да, с этой стороны подцепляй. И там они закрыты еще. Там свет надо. Так, ну куда включить? Там включен свет, там есть. Девчонки, вы живы там? Скоро, скоро. Потерпите чуть-чуть. Здравствуйте. Я к Михаилу Ивановичу. А, точно. Справки. Вот это об отсутствии судимости. Это о месте рождения, о семейном положении. Это о том, что я не контактировала с иностранной разведкой. О том, что домашние животные и дети тоже не контактировали с иностранной разведкой. Вот это справочка об отсутствии бесов. Это о том, что я ругаюсь матом только по особым поводам и не в общественных местах. Это не все. А что еще-то? Забыла! Тест на COVID-19! Кошмар! Ксения Анатольевна, вот возьмите. Что это? Это американский аналог ПЦР. Экспресс-тест
Кирас от компании «Авивир» определяет наличие ковида за 5 минут. Так она пустая. А это для того, чтобы вы знали, как он выглядит. Кстати, он только в гемотесте сейчас есть, но скоро во всех аптеках будет. Да, вот за углом есть гемотест. За 5 минут сделайте и все свои дела завершите. Спасибо, я мигом. CareUs COVID-19 антиген – быстрый и точный аналог ПЦР. Для теста берется мазок из ноздри, смешивается с реагентами и капается на тест-полоску. И уже через 5 минут вы будете знать свой ковидный статус. Плоткин Дмитрий Матвеевич, следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области. Когда я шел на работу следователя, я так несколько романтично считал, что будет это все интересно, как в фильмах показывают. Я пришел, наглаженные брюки, белая рубашечка, и тут меня вызывает, ты знаешь, говорит, вокзал железнодорожный. Рядом автовокзал, и между ними общественный туалет. Знаете, эта выгребная яма, накрытая щитом. И детишки туда заглянули. И из дерьма, простите меня, там где-то 2 метра глубины, наверное, этого дерьма, если не больше, торчала человеческая рука. Пришлось из этой жижи доставать тело человека. Причем это было страшное. Пришлось все это его обмывать на месте под эти взгляды толпы. От белой рубашки остались не поймешь что. И тогда я понял, что романтики здесь будет минимум. Здесь будет жесткая, сложная работа, которую мне придется делать. С тех пор я вместо белой рубашки уже одевал темные рубашки. 30 сентября 2000 года. Рязань. Елена Самохина, ей тогда было 17, и 14-летняя Катя Мартынова возвращались с торжеств, проходивших по случаю праздника «Вера, надежда, любовь». Машина останавливается, бежевая 5 «Жигули». За рулем был Виктор Мохов. Рядом с ним сидел, как они поняли, парень, который представился Лешей. И эти люди им сказали: что вы ждете автобус? Давайте садитесь к нам, мы вас быстро сейчас подвезем. Девочки расслабились в этом плане, наливает им спиртное. Как мы полагаем, спиртное, конечно, было что-то подмешано. Девчонки отрубились и очнулись уже в неизвестном населенном пункте. Во двор заехали, потом в гараж зашли, я говорю: давай займемся этим сексом. Она говорит: ты старый, там до меня туда-сюда. Я пошел к Лене. А Лена, она не хочет. Лена пришла: что ты ломаешься? Сейчас собаку, слышь, брешет. Сейчас собаку, тебе отдам собаке. И все, она согласилась. Что-то Лена говорит: давай эту, что трахни Лену вторую. Я говорю: давай попробуем. Та никак не соглашается. Лена накинулась: давай душить ее. А я в это время трусы с нее снимал. Потом слышу, Лена там хайпит. Я говорю: ты что делаешь? Ее надо трахать, а ты ее душишь. Обращаемся в детство. Да? То есть мама тут отказала девушка, которая вроде бы как легкого поведения, ярлык, она отказала. И он не сам стал требовать, или он пошел и попросил женщину, Елену, свою на тот момент подельницу, чтобы она ее уговорила.
То есть сильное плечо женщины. Слушайте, а какой интерес Бадукиной было во всем этом участвовать? Она что, была лесбиянкой или почему она вам помогала? Типа она лесбиянка вообще, конечно. Она на зоне сидела с этой сыной, она лесбиянка. Она агрессивная. Отмечено, что она в детстве девочек била, когда еще там в школе. По-своему, она, наверное, ненавидит девушек. И девчонки были, кстати, до последнего момента уверены, только на следствии они вдруг узнают, что это не Леша, а Лена. Для них это, мне кажется, тоже был шок. Так, подожди, лестницу. Так, пока не вылазит никому, девчата. Не надо нас фотографировать, вы Тихо, чё? тихо, 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 тихо. Тихо. А, вы снимать что ли будете? Конечно. Проверишь его? Вас сколько здесь, двое? Двое. И было двое. Так, назовите свою фамилию, имя, отчество. Я Моков Виктор Васильевич. Работаете где? Работаю в Скопинский автоагрегатный завод, 7-й цех, заточник. Внешне он был симпатичный парень, рукастый, он лучший заточник завода, ударник коммунистического труда, он был член партии. Детей он подкидывал, знаешь, какие улицы? Один ребенок был подкидан на площадь Ленина, а другой на улицу Карла Маркса. Вот как хочешь, так и понимай. Вот. То есть человек 50 лет не удовлетворялся. Поэтому он в 50 лет решил наверстать упущенное. Я думал, что они легкого поведения, но предложили заняться сексом, она отказалась. Ну, так это же она отказалась. Ну, отказалась. Ну, а зачем вы-то ехали сюда? Вино с нами пили, ехали. Чего вы? Ну, то есть у вас было уже ощущение, что они обязаны это сделать, если пили вино. Ну, раз они поехали, зачем они ехали-то? Попить вино и потом расстаться? Ну, может быть, просто хотели, там, не знаю, какие-то начать отношения без продолжения. Такое что же может быть? Ну, я их воспринимал как девушка легкого поведения, поэтому, когда они отказали, уже как-то было, ну, не клеил с этим. А если девушка легкого поведения, с ней можно, в принципе, делать что угодно. Ну, не что угодно, а переспать с ней можно. Тем более, если она сама едет добровольно. И вино пьет с нами. Я их оставил, вы живитесь, но будете как секс-рабынями. Убивать я вас не буду. Есть некоторые серийные преступники, которые там не только насилуют, но и потом убивают, и у них есть бзик. Вот если там совершил что-то плохое, да, вот человек, ну в данном случае женщина, да, если она выпила, то все, она недостойна жить, с ней можно делать все, что хочешь. У него такой идеологии нет. У него нет четкой градации. Этих я там возьму себе, а этих нет. Для него все, кто вот там не может дать отпор, можно с ними что-то сделать. Сначала Катю вот в подвал опустили, потом Лена стала спрашивать, где Катя, говорит, ну пойдем мы тебя проводим Катю. Провели ее тоже, в этот подвал она зашла, и за ней захлопнулся этот люк. То там сначала, значит, первая металлическая такая дверца, потом сейфовая дверца, потом первый уровень. Следующий люк открывается уже в сторону, потом несколько метров лестница вниз на второй уровень, потом уже на третий уровень люк в этот подвал. Вот они оказались в этом подвале. Первое время он даже первый день, там на второй, он, по-моему, к ним даже не опускался. Видимо, он дал понять им, что они в его власти. Потом он, соответственно, им принес воды, там, покушать, яйца куриные. Они жарили, кстати, яичницу в чайнике, варили макароны в чайнике. Ну, потом там какие-то кастрюли появились. Вот так вся эта началась. Он их периодически насиловал. В случае, если они пробовали что-то артачиться, он сразу говорил, я вам перекрою кислород.
несколько часов я там провел, и, в общем-то, я ощутил. За 3 часа я ощутил то, что девчонки могли ощутить за 3 года. Как там наши родители вообще что-нибудь знают? Сейчас все не волнуйтесь, девчата. Сейчас все будет нормально. Мы просто хотим вот это все отснять сейчас. Вы не волнуйтесь, хорошо? Ничего страшного в этом нету. Да мы не волнуемся. Мы больше волнуемся, чем вы. Да. Мы уже перестали волноваться. Сколько вы здесь находитесь? С 30 сентября 2000 года. 4 года вы лежите? 4 года, да? Вот вы представляете, здесь вот. И никак убежать нельзя было. И мы куда сюда попали вообще очень... Есть жара. Как вы здесь Очень находитесь? нелепо. И зимой все это самое? Да, мы вообще... Нет, вот Виктор, он нас выводил как-то на улицу. Это где-то было вот... Начал водить с 2003 года, с осени, с начала осени. Мы вообще не выходили туда. Тебя как зовут? Ща. Как ты беременна из вас? Мартынова Екатерина Валерьевна. 17 лет вот ему дали. Он изнасиловал не один раз, получается, он с нас с Леной насиловал, ну, там, меня где-то раз 900 и ее. То есть нужно судить за каждый отдельный эпизод, я считаю. И это нужно, да, менять, значит, какие-то законы. То есть 900 раз изнасиловал, значит, там 900 лет пусть ему и присуживают, чтобы он сидел в тюрьме. Я считаю так. Можешь описать примерный распорядок вашего дня, вот обычный ваш день? Ну, конечно, мы старались, ну, как-то воспроизвести там в бункере вот обычный нормальный образ жизни. И, да, то есть завтрак, он приносил обычно крупы, макароны, тушенку, но то, что нельзя храниться без холодильника. Овощи какие-то сезонные были, да, яблоки, антоновка. Я до сих пор вот помню этот запах, он мне очень не нравится. Я рисовала, писала стихи, если у меня было вдохновение. Лена занималась английским. Ты принимала роды у Лены. Ты маленькая девочка. Вам скинули книжку, да, о том, как это делать. Медицинское пособие, то есть очень много непонятных терминов. И единственное, что я поняла, нужно перерезать пуповину, потому что ребенка нужно отделить от плаценты. То есть это вот единственное, я не понимала, что такое плацента, что такое пуповина, но ее нужно было перерезать. И вот когда она родила, я уже все это увидела вживую. У тебя было что-то там, не знаю, тазик, вода? Да, я приготовила таз с водой, с теплой. Были какие-то простыни мы разорвали, то есть, чтобы запеленать. Ну, мы подготовили, что могли, мы подготовили, да. И потом, когда Лена родила, я перерезала пуповину. Чем? Ножницами. И я помню, что ножницы тупые, и мне так долго пришлось ее перерезать. То есть это все было ужасно, все в крови, все с трясущимися руками. Перевязала ниткой, потому что я тоже это прочла вот в учебнике. И я взяла ребенка на руки, опустила в таз, я поняла, что вода холодная, он начал очень сильно плакать. И мне так стало страшно, что он сейчас заболеет, там, что он только вот родился, я его в эту холодную воду, я его сразу запеленала в простыни и дала Лене на руки. Но это было, конечно, все было как в бреду. И вот я сейчас рассказываю, у меня стоит перед глазами вот этот бункер, и все в таком каком-то тусклом свете, но я все равно все это помню. Вот в этот дом, в 3-й подъезд, Мохов подкинул своего 2-го ребенка, Олежку. Все было, да, но вот такого не было, чтобы детей подкидывали в подъезды.
Я смотрела телевизор и услышала, плач ребенка. Я прямо встала, говорю, да что же такое, не могут ребенка успокоить. Разнервничалась, пошла на кухню, открыла дверь сюда, в квартиру, у меня была здесь дверь. Я дверь приоткрываю, а он лежит под дверью, записка была на нем. Зовут Олег. Так же не пишут. Ему 4, цифра месяца. В общем, ошибка на ошибке. А девчонки же хотели через этого ребенка, чтобы люди узнали, где они находятся. Они на самом деле действительно записку же написали, что нас похитили. И первый ребенок-то он их похитил, когда они спали. А здесь они тоже поняли, что второго ребенка он тоже у них похитит и куда-то подкинет. И они заранее сделали потайной карманчик у него в пеленках и туда эту записку вложили и стали ждать. И он распеленал этого ребенка, когда он у них взял из чемодана его, и эту записку нашел, ее выбросил, и вместо этой записки вот тогда Мохов, он сам написал, специально сделал ошибки, он сделал такую вот бутафорию, как будто это какая-то вот совсем бестолковая девчонка там родила. А у вас не возникла мысль, вы что-то говорили когда-то, что хотели даже его усыновить? Да, я потом... Вам сколько тогда лет-то было, если не секрет? Сейчас 69, 17 лет назад, 52 года. Да, так тоже. Я маме позвонила утром, она, как обычно, там, как дела, такой телефон. Мам, да все нормально, говорю, только ребенка мне под дверь подкинули. Какого ребенка? Я ей рассказываю. Она говорит, ты куда ты его делала? Я говорю, куда? Увезли его в роддом. Она говорит, а что себе не оставила? Я говорю, мам, как ты себе представляешь, ребенка не это оставить? А так не пожалели, что не усыновили? Знаете, а вот сейчас я это вспоминаю и думаю, наверное, если бы я узнала, это вообще для меня... Тогда шок, а это было бы вообще, не знаю. Не знаю, вряд ли. Но ребенок же не отвечает за отца, тем более. Он у меня, вот после всех этих интервью, он у меня прям вот перед глазами, этот Мохов, этот ребенок, и я вот ночами не сплю, я все о них думаю, и говорю, как это вот можно, как можно? Вот мы говорили со следователем, который вел это дело, и он сказал, что когда вас нашли, тебя и Лену, сразу был виден контраст. Было видно, что Лена была надломлена, а в тебе сохранялся такой характер. При этом ты была младше ее, когда вас заперли в этом подвале, тебе было 14 лет. До того, как со мной вот это произошло, была очень такая трусиха, какая-то стеснительная. То есть, я себя вспоминаю, и, какая-то такая мягкая, бесхарактерная. Мама все время говорила, что я слабохарактерная. И когда вот я оказалась там, я сама до сих пор не понимаю, что случилось, но мне так захотелось жить, вот правда. То есть я понимала, что наверху есть жизнь, и почему меня ее отбирают, почему я должна подчиняться кому-то. И все это как-то в один момент во мне перевернулось. И я думаю, что вот как раз вот этот вот бункер и как-то вот сделал меня такой вот, какая я вот вышла оттуда, вот такой вот сильной, жесткой, наверное, где-то даже, можно сказать, малоэмоциональной. А Лена, она мне всегда казалась, наоборот, очень стойкой. И мы, когда уже с ней общались после того, как вернулись домой, я видела, что да, ей тяжело, что она не хочет вспоминать, она не хочет меня видеть. Но она рожала там детей, и все-таки это дало как-то, какой-то отпечаток, след. Но может так случиться, что именно вот то, что она рожала детей, еще их забирали, вот что это так отразилось на ней. Да, конечно. Вот у меня дети, я не представляю, то есть я родила их, у меня их кто-то заберет. Это для любой нормальной женщины, это трагедия. Даже несмотря на то, что это дети от насильника, то есть это прежде всего твои дети. И он отбирал их,
она очень сильно плакала, она переживала, она очень хотела их забрать. Она говорила, что вот если мы освободимся, если мы выживем, я обязательно их найду, заберу себе. Но когда вот мы вернулись домой, я думаю, что там где-то настояли родственники, или она с мамой поговорила, что ее отговорили искать детей, забирать. И вот сейчас она живет с ощущением того, что у нее вот где-то есть 2 сыновей, они уже совершеннолетние. Насколько я понимаю, ты попала туда еще девственницей. Да. После изнасилования, естественно, ты девственницей быть перестала, но у тебя не начался цикл, и его не было все время, пока ты была в рабстве в подвале. Когда ты вышла, как скоро все это у тебя началось? Спустя 2 года, в 19 лет, и потом, когда я захотела детей, не захотела, но, по крайней мере, должна была понимать, смогу я иметь детей. Я уже была замужем, мне сказали, что я не смогу иметь детей. Я делала УЗИ, да, и потом, вот когда мне уже было 25 лет, я просто обнаружила, что я беременна. Я думала, что у меня не может быть детей. И вам память будет. Не надо нам такой память. А это ваши рисунки, да? Да, я рисовала. Ну тут и картинки, и рисунки. Вот иногда человек, чтобы обосновать мотив, да, своего действия, он руководствуется каким-то афоризмом. Вот одна фраза, одно предложение, фактически это все дело и весь ваш фильм. Почему это произошло? Он написал так. Стареющие животные, собаки и кошки, при общении, имеется в виду сексуальное общение, с молодыми, становятся так же моложе, так же и люди. То есть в 50 лет он решил, да, пожалуйста, омолодиться, да, выдержать уникальную записку Мохова. А это он Кама-сутры взял. Самое интересное, что он отмечал даже позы, которые ему хотелось испытать. Не делай людям добра, не получишь зла. То есть он себя мыслит, в принципе, человеком, который добро сделал. Кстати, он говорит, что а чего вы ко мне, собственно говоря, пристаете? Я девушек кормил, я их поил, я им белье, кстати, он по каталогу им подбирал. Белье да, по каталогу? Трусики. Но у него, кстати, очень интересный момент, вам, как для женщины. Он вел учет растрат. Мы все прямо, следователи, мужики, мы рухнули. Такого числа месячные, менструация, трусы не выдавать. А как они? Так, чтобы не пачкались и деньги не тратили. Ты понимаешь, и что, куда это все, как? Как? Из трусов? Или грязно? Да. Не, пусть это их проблемы. То есть он не хочет, то есть он купил трусы, потратил деньги на трусики. Нет, то есть если он им даст, то они их запачкают и попортят. Чтобы они не портили имущество, трусы не выдавать. У них женские дела. Кать, ты чувствовала, что он к тебе как-то по-особенному относится? Насколько я понимаю, Лену он почти не выводил гулять, она вообще не выходила, не мылась. Честно, да, я почувствовала, что, возможно, я, не могу сказать, что я нравлюсь, но какая-то все равно, какое-то особенное отношение было ко мне. И, конечно, я подумала, что этим можно воспользоваться потом, когда представится момент. Да, я была у него дома ночью, я мылась в душе, да, он меня выводил, но это было немного раз. Так, это ванна была? Да. А вы ее здесь ждали, пока она мылась? Или как это было? Мы вместе купались. Вместе? Конечно. Вы ее одну не оставляли? Я ей спинку тер. Возможно, эта его влюбленность помогла мне, да, сейчас быть здесь, освободиться. Больше у меня никаких комментариев нет по поводу его любви. И вообще, такой человек, он может любить. То есть любовь, она дается тем людям, которые, точно не маньякам. Он маньяк? Да. Может быть, вы это обсуждали, по каким критериям он выбирал,
кого в этот раз выбрать для секса, кого позвать. Вот как это происходило, какой был распорядок дня и почему, была ли какая-то логика в том, кого он выбирал? Сначала, да, будто было так, что там по очереди я, потом Лена, я, Лена, ну и вот так вот, то есть изо дня в день. Но иногда, Каждый конечно, день. ну да, каждый день, потому что он маньяк, я считаю, глубокий маньяк еще, потому что, ну, просто у него была такая сексуальная энергия, сила. В 50 лет там, ну, не каждый мужчина там сможет там 3 раза в неделю, а этот там мог по нескольку раз в день спускаться, когда у него были выходные. И просто он был какой-то ненасытный, я не знаю. То есть он вот все эти 3 года и 7 месяцев и несколько дней, он каждый день спускался и занимался с кем-то из вас? Если он спускался, бывало же такие моменты, что он не приходил по 2-3 дня, и в самом начале тоже там у нас могла закончиться и вода, он не приходил, и нам было нечего есть, но да, когда он приходил всегда для того, чтобы нас изнасиловать. Не было такого ни разу, чтобы он пришел, что-то принес и ушел. У него же очень такая непростая была жизнь в плане вот общения с женщинами, у него не получалось. И тут вдруг 2 молодые девочки, и он для нас просто царь и бог. То есть захочет — придет, захочет — не придет, захочет — принесет еду, захочет — нет. Конечно, это ему нравилось. Я читал первую книжку Кати Мартыновой. Написал там краски, мне чуть ли не на коленях умолял купить. Это неправда, конечно, зачем все так вот перебирать. Ну, просил ее, купи мне краски, вот я рисовать хочу. Я пошел, купил ее. Да, принес краски не такие. Ой, я, Катя, на следующий день куплю, сразу куплю такие. Все магазины бежал, купил краски, какие надо. И постоянно купал альбомы, кисточки, краски. Не было такого, что он меня там упрашивал меня. Сказал, я купил. Я Катя вообще влюбился, у нее такая девочка была симпатичная, вежливая такая, очень мастерица на все руки. А я как бы попал только в зависимость. И отпустить их боялся. И вот тоже в таком положении оказался нехорошим. Убить я их не мог, отпустить как тоже боялся. Получилось, заложником оказался. И они страдали, и я страдал тоже. А что такое любовь вообще? Вот ваша любовь – это инстинкт. Как вы поняли через год, что вы, как вы говорите, влюбились? Так тут душа к ней лежала больше, чем к Лене. Не знаю. И она такая вежливая девушка, очень добрая, вежливая. А в чем выражалась эта любовь? Может, вы хотели ее отпустить, или вы хотели что-то хорошее есть? Шоколадки я покупал, там все такое вот. В дом водил ее. Гуляли мы с ней часто. А вы не прослеживаете в этом небольшой элемент, как некоторые родители воспитывают детей? Ты ведешь себя хорошо, хорошие оценки получаешь, на тебе шоколадку, ты же хороший мальчик. Ты сегодня помог убраться, молодец, на тебе посмотри телевизор. И он не откуда-то взял. Это определенная модель поведения, все мы родом из детства. Он откуда-то эту модель, что есть любовь, переложил. И в некоторой степени он же не про отношения женщины и мужчины говорит. Ну, не ухаживает среднестатистический мужчина только шоколадкой, да, вот если спросить. Он же рассказывает, как с детьми. А так мы вот с девочкой все дни рождения, их и мое, все праздники, 8 марта, Новый год, все вместе отмечали. Они мне список давали, что купить, готовить. Отмечали там, в бункере? Да, там. Ну, я один раз к ним зашел, потом так, они там, а я отдельно здесь. Но вы понимаете, что
Они это делали помимо своей воли? Или вам была важна иллюзия, что вот у вас семья, что у вас праздники? Тогда, праздники им тоже было приятно. Они все готовили, старались, все это. Но вы же понимали, что они это делают, потому что у них нет другого выбора? Выбор, конечно, не был. Но им приятно было день рождения отметить, Новый год, 8 марта. Вам бы хотелось, чтобы это были нормальные отношения? Или вам именно нравилось, что это отношения, в которых она боится, она подчинена, она живет в заперти? Или Нет, что она мне нравилась как девушка, нравилась мне. Мне не важно было, что я ей не нравлюсь. Главное, что она мне нравилась. А так мне... Я понимал, что она меня не будет, не полюбит. Ничего у нас не будет такого. Достаточно было того, что я ее любил. Было такое, чтобы женщина добровольно отвечала вам взаимностью? Но мне нравились девушки красивые, такие отчаянные, умные, красивые. Я им не нравился. А вот такие девушки не особо такие некрасивые. Они вот ко мне сами липли, но они мне не нравились. Мне мы гуляли как на пикнике, там 2 девушки было, со мной парень был. Но я за одной стал ухаживать, такая красивая девушка. Он говорит: Виктор, руби сук по себе. Чего, вот это пострашнее, ты за ней ухаживаешь, зачем ты на эту? Я не послушал его. Я всегда выбирал таких самых-самых. Вот это вот желание, плюс эротизированность большая, скорее всего, с детства присутствующая, она его по другой дорожке. А зачем мне взаимность, если они все равно меня не любят? Но я хочу. Значит, можно что? Силой. Главное, чтобы она мне нравилась. Такое, потребительское состояние. И для него, вот он про самцов говорит, для него самец с красивой молодой, а вот обратно взаимосвязи нет, не научен. С детства не передали, и природа не наградила. К женщине я себя относился хорошо, но не знаю, что-то не нравилось им чем-то. Я не заводил, как это говорят. Женщин любят таких дерзких, отчаянных. Но я был спокойный всегда. Может, поэтому не нравился. Он в детстве был подавлен жесткой матерью, отцом, который тоже не подарок был. Когда начался период, полового созревания, у него тяга к девушкам пошла, но, будучи придавлен, можно сказать, домашним режимом определенным, он как-то боялся женщин. Здравствуй, мама. Так ты меня не дождалась. Нам дали после суда свидание на 5 минут и все. Там в окружении человек 6 ментов. Так мы ничего не поварили. Она: видишь, что ж натворил, видишь, что ж натворил. Все. 5 минут что там скажешь, ничего не скажешь. Так рыдала, сидела. Вы с ней разговаривали когда-нибудь с мамой про сексуальное воспитание? Мама мне все говорила: что-то не женишься, уж тебе возраст такой, что-то не женишься никак. Что-то никак не найду подходящего. Когда, в принципе, уже взрослый мужчина, работоспособный, живет с мамой, это всегда такая немножко странность, согласитесь. Может быть. Вам это самому не казалось странным? Приходилось, что не мог найти вторую половинку. А мать вам рассказывала о своей жизни? Отец ее бил? Он часто напивался, только шофером работал. Идет пьяный, мы из дома уходили, чтобы не податься ему. Ночевали соседи. Скандальный был там очень такой. Можете рассказать о вашем первом сексуальном опыте? На кое женился, Галя Шот. Это первый был, считаю. То есть с кем? Это уже было в браке у вас? Да, да. После свадьбы? После свадьбы, конечно. Нет, до свадьбы было вообще. Подождите, в 29 лет у вас первый раз был секс? Да. В 29 лет? А что у вас раньше было? Чуть-чуть, да. Катя в своей книге
пишет в том числе о том, что несмотря на ваши такие вот богатые фантазии сексуальные, вы очень в этом смысле, ну, как бы это всегда все эти изнасилования происходили в миссионерской позе. Всегда в миссионерской форме, я не извращенец. Вот сейчас я в туалет схожу, извините, пожалуйста. Да, конечно. Нахуя пиздишь про возвращение? Ты же мне рассказывал, что в жопу пробовал их ебать. Не. Ты сам мне рассказывал. Где Пару я- раз попробовал, не понравилось. А теперь говоришь ни разу. Ну, нахуй ты пиздишь. Рассказывай. Я и сосать хотела предложить, она легко отказалась, брать. Бать, погода такая охуенная, да? Такая погода на улице Мы чудесная. обсуждаем ваши сексуальные подвиги. Вы так в иллюзии живете, что 3 раза за ночь это нормально. Он же как комплимент воспринял это, засмущал. Вот прям, это, наверное, одно из самых ярких эмоциональных реакций. Это вот что женщина, привлекательная женщина похвалила его мужественность. Потому что в его понимании мужественность – это вот сексуальные возможности. Поздно раньше начинались сексуальные отношения, не то, что сейчас. Раньше такого не было. А что, падение нравов? Моральное растление? Ну, Как сейчас, это да, оценивать? сейчас. Сейчас идут, в первую ночь они переспал с девушкой. А раньше по году, по 2, по 5 ходили. Только вот так вот целовались, обнимались. Такого не было раньше. И это лучше так было? Наверное, лучше. Вы свою сексуальную зависимость ощущаете? Но я не являюсь сексуально озабоченным, я обыкновенный такой, как все. Ну как, ну вы даже описывали первую ночь, и у вас за ночь 3 раза секс с Ну, разными чё? А у женщинами. меня один знакомый был, он за ночь 10 раз мог. Ну, И слушайте, эта вот девушка- я вам могу сказать, это не то, что как бы вот обычная вещь, ну, Да. так честно. Вам нравится такой механический секс? То есть лежит женщина, как будто она там мертвая, или как бревно. молодая девушка, красивая, молодая, что такого. Доставляла удовольствие. А как куклы резины покупают? Тоже Так нет, ничего, ну вот не в надо том-то ничего и дело, там. не знаю. Мне кажется, у многих мужчин не встанет на резиновую куклу. Вот просто Не знаю, по я факту. вот хочу попробовать купить. Может, Резиновую станет. куклу? Пока женщин нет. Ну вы часто порнографию смотрите? Порнографию постоянно. Ну, как часто? Могу и 2 раза в день смотреть. 2 раза в день? Да. Вам сколько лет сейчас? Мне 70. 70 лет, и вы 2 раза в день смотрите порнографию. Ну, в любви, И вы считаете, что у вас нету сексуальной зависимости? любви все возраст покорны. И опять мы тоже с вами видим равно между словами «любовь» и «секс». То есть вот и любви все возрасты покорны. Где разговоры о порнографии и любви все возрасты покорны. Ну вот для него это не сексуальная озабоченность, это вот жизнь, это любовь, это чувство. Где вы вообще планируете искать женщин? Вот вы говорите, я бы хотела с кем-то На познакомиться. мой день попадется такая. Ну вы понимаете, какая Есть- у вас есть репутация? так- С есть вами такие никто не женщины. захочет встречаться. Есть такие женщины, которым это возбуждает, наоборот, вот, скажем, маньяк. А есть такие женщины, кто уже, может быть, проявил внимание, сказав, что «О, маньяк, как Пока интересно». нет. А вот, смотрите, Ну, как вот кивает вот ваш Ксения Анатольевна, друг. вот смотрите, что написано вот на окне. Ксюха. И сердце нарисовано. Вот на экране. Видите, Что как? это? Это Кто-то уже- уже проявляет интерес. Не вы, конечно, Ксюха, а другая какая-то. То Так есть что вот кто-то вам... тот же робот написал, да. Таких экстримов многие любят. Он с крыш прыгает, под поезда кидается. Поэтому, То есть вы на этом планируете Да. женщин привлекать? Можно посмотреть, что это? да это я там перебирался к макулатуре. Слушайте, у вас здесь опять какие-то массажный салон. Это не знаю, какие старые журналы. Они Что, у вас пожелтелись. везде голые женщины вообще лежат. А почему так? Смотрите, прям целый журнал. А вы звоните по этим телефонам? Да нет, это с какого года-то? Это с тех времен еще? Да, значит, Ой, Сталин у вас здесь. Сталин даже. Слушайте, у вас голые женщины, Сталин. Я А Сталин, как вы, кстати, к Сталину относитесь? Сталин, как положительно. Сомневалась? Очевидно. Он прокололся. Он, во-первых, поставил им телевизор,
Ну, вроде первая программа, там вторая. Но в один прекрасный момент они повернули ручку телевидения. Что решило, как говорится, их судьбу, они потом поняли. А там телекомпания «Верда», город Скопин, как говорится, приехали. То есть они поняли, что они находятся в Скопине. А потом Мохов сделал вторую ошибку. Он им решил их... Журналы. Да, мозговую деятельность их активизировать. И взял пачку журналов с копом своих и отдал туда им вниз. Читайте, дорогие. И там оказался журнал, по иронии, «Человек и закон». Сейчас помню, 1982 года. На обратной стороне, как всегда, почтальоны писали: улица Октябрьская, дом 18, Мохов Виктор Васильевич. И они еще ему и изболтнули, что они уже знают, что он Мохов Виктор Васильевич и находится не в Скопине. То есть прикинулись бы дурами, могли бы спастись раньше. То есть я вам скажу то, что нет в материалах дела, но он беседовал с моим человеком, вот, оперативником. Ну вот он говорит, я бы их хотел отпустить, я понял ситуацию-то, вот она. Ну как, сейчас их отпусти, они же знают, где, чего, как, и меня посадят на много лет. Вот что делать дальше, вот так вот убить, как говорится, но вот у меня даже мысли такие возникали, вот как эту ситуацию разрешить. Она неразрешимая ситуация оказалась нормальным путем. У меня даже были мысли то залить бетоном это все и забыть. Вот. Были такие мысли, но чтобы совершить убийство, его нужен характер. Ты знаешь, что он сказал в какой-то момент следователю, что у него была мысль залить просто это все бетоном, там, где вы сидели? Нет, я первый раз слышу. Ну, почему он этого не сделал? Трус, может быть. Может, струсил. Где-то недели две они прожили. Я им продукт носил, все там они кушали. Потом через 2 недели думаю, надо от них отделаться. Вот Катя зашел, там веревочку взял, придушить хотел ее. Катя там на колени упала, стал плакать там. В общем, не делай этого. Ну, я посмотрел, и так я понял, что не смогу это сделать. В самом начале, когда вы там сидели, когда он решил, с его слов, когда он пришел с веревкой, да, собирался тебя удушить. Ну, я, кстати, вот первый раз сейчас слышу, что он правда хотел убить. Да, это очень, конечно, тяжело. Я помню, да, он спустился с вот этой веревкой, тонкая, белая, бельевая. И я поняла, ну, точнее, я подумала, зачем веревка, и просто кинулась на колени и начала умолять, чтобы он меня не убивал. Я не помню, что я говорила. И он сказал, встань, взял мою руку, привязал, и мы поднялись наверх, в гараж. И я впервые слышу, что он хотел... Ну, то есть, видишь, видимо, на каком-то зверином ощущении и ты это почувствовала, и он. Да. Вот по его версии это был переломный момент, когда он понял, что вот как бы он не может это сделать. Почему жизнь-то не сложилась? Ведь ты мог найти столько женщин бесхозных, там ходит какой-то, там алкоголиков находит, да? Ну ты же особо не пил даже так вот, да? Ты плохо сделал девчонкам, плохо сделал своим детям, да? Они, как дай Бог, чтобы они не узнали, понимаешь? Ты плохо сделал матери своей, которая, вот я с ней разговаривал, у нее слезы на глазах стояли, она вот просто перечитала. Зачем же он такое сотворил-то? Ну как вот представь, тем более. Назад не вернешь. Назад не вернешь. Вперед надо двигаться. Нет, ты просто чтобы другие этого не делали. Ведь ты же ты же откуда, насколько помню, вот в этой Вятской Поляны, да, мужик, когда этот швейный цех там сделал под этим. Ведь оттуда взял это, да? Да нет, я просто читал так. И я говорю, что ты же больше 3 лет рыл этот подвал. Мохова погубила его любвеобильность. В
какой-то момент он объявил пленницам, что приведет в бункер третью девушку. Она была его квартиранткой. В операции по ее соблазнению была задействована и Катя. Мы пили, гуляли. Потом Катя ей записку под кассетик положила, что вот они находятся, я их удерживаю. Действительно, через несколько дней вот эта девушка находит записку, но она этой записке не верит. И она не идет ни в какую полицию. Этой записки никто среди полицейских не видел. Но она рассказывает об этом своей подружке. Ну, а дальше уже начинается по цепочке, там, этот тому, этот следующему, и доходит до Рязани. И в дело вмешиваются как раз оперативники, которые со мной работали по бандитским делам. Подружка подружке рассказала историю, и сразу это пошло по оперативной сводке. Ну, какие сводки? Никаких сводок, никаких официальных не было. Все шло на энтузиазме людей. Приехали, пригласили Мохова в отдел полиции. Вот. Ну, начали с амортизаторов, поскольку он на автоагрегатном заводе. Это вроде, что мы тебя подозреваем в краже амортизаторов. Он искренне возмутился, говорит: да вы что, я член партии, я там ударник коммунистического труда, какие, блин, амортизаторы, вы что тут? Ну, после этого уже на Мохова, конечно, наехали, как говорится, уже капитально, что, слушай, мы ему не сказали, что не нашли люка, что сейчас мы, в общем, подгоняем бульдозер, сносим твой к черту гараж. Раскрыть преступление – это игра. Это творчество, можете это мне театр. примерно восстановить? Потому что вот я представляю, человек понимает, что он сейчас присядет на очень долго, сознавшись. Да. Ну, звонят, говорят: так, пожалуйста, там контора, вот нам нужен экскаватор, нам нужен бульдозер. Вот, да, мы сейчас будем сносить тут гараж, будем копать. Но это таким делом сказано, что он понимает, что это будет сделано. Ну, что будут копать, ну да. Копайте. Ну, копайте. Но он понимает, что если будут копать, то эти девочки погибнут. Соответственно, ему будет еще хуже. Ну, то есть, то есть он испугался того, что они погибнут, да, тогда здесь, будет убийство. всего, да, тогда будет для него еще хуже. Понимаете, то есть методика работы следствия, оперативников – это убедить преступника в том, что ему надо сознаться, потому что если он не сознается, будет еще хуже. А где эта девчонка, которая у него квартирантка? Почему она так поздно принесла эту записку? Вы не знаете ничего? Да мы пока еще ничего не знаем. А как вы вообще узнали-то? Ну вот записка ваша пришла. Ну она принесла ее, да? Ну неизвестно, кто принес, мы же не знаем пока еще ничего. Как? Не спеши, не спеши. Подержи. Тихо, ай! Тихо. Лена Самохина принципиально не общается с журналистами. Хочет вычеркнуть из жизни те годы. А вот Катя Мартынова охотно дает интервью. И даже написала книгу «Воспоминания о тех событиях». Она осуждает тебя за то, что ты решила публично об этом говорить? А ты пыталась объяснить, почему ты это делаешь? Что ты хочешь помочь другим женщинам, которые находятся в такой ситуации? Что ты хочешь об этих историях, чтобы знали, что жертва не виновата? Да, и вообще молчать – это значит смириться. Я как-то не успела с ней об этом поговорить. Я ее искала 1,5 года назад, номер телефона просила общих знакомых, но мне не дали, сказали, что она не хочет со мной общаться. Ты так говоришь, как будто, знаешь, удивительно, как будто ты уже привыкла, что на тебя за это нападают, да? То есть ты как будто считаешь нужным оправдываться. Было очень много запросов на интервью, и, наверное, 70% с таким напором на меня, что как вообще вы там жили, а как у вас так получилось выжить, а может быть вы там что-то не договариваете, и мы себя не можем представить на вашем месте, то есть я умру там, и да, мне приходилось все время отвечать, как это, вы же не можете просто закрыть глаза и умереть, да, это нужно либо что-то с собой сделать, или просто продолжать жить даже в таких условиях. И очень многие люди не понимают, да, и
не могут, наверное, поверить, может быть, даже так. Я написала книгу, то есть я написала сначала рукопись и писала для себя, чтобы наконец-то отделить себя вот от этой истории. Мне было тяжело, то есть у меня были воспоминания, какие-то кошмары мне снились. Я понимала, что человек выйдет из тюрьмы в скором времени. То есть у меня вот вся моя жизнь, она как-то вокруг вот этого всего. Я была счастлива, и сейчас я счастлива, но я не была спокойна. Вот сейчас я более-менее как бы спокойна, потому что у меня мои цели уже какие-то достигнуты. Но сейчас ты выговорилась, сейчас это уже миссия твоя. Да, и я вот сейчас работаю над фондом, где мы будем поддерживать и защищать женщин, которые пережили насилие. Я не согласен с тем, что он маньяк. Он не маньяк? На мой взгляд, нет. Он просто придурок. Ну, проще говоря, мужчины с женщинами живут же половой жизнью, да, и даже это официально там эти браки заключает. Но у него другая форма. Он вот нашел женщин, в принципе, молодые лучше, чем как старые, да, вот. И он вот в такой форме. То же самое. И причем он не думает о них, он думает о себе. Что у меня получилось? Ну да, люди живут там в домах, а у меня вот я себе оборудовал такое, там дома мама, там я куда приведу. А я себе, он мог сделать там дачку вверх, да, с окнами, он сделал такую дачку бетонную вниз, без окон. Ну вот я сделал себе, я там отдыхал. Ты рисовала, когда ты находилась там в бункере. Мне вот захотелось, потянуло там рисовать какие-то, может быть, дома, вещи, которые есть на земле, людей. Потом я рисовала очень много женщин, обнаженных женщин. У меня была психологическая защита. Рисовала, можно сказать, для него, для Мохова. Представляла, что это не я лежу там в зеленой комнате, а одна из моих Ты как бы к нему обращалась этими рисунками, что это не ты, а вот эта девушка. Да. Там в том числе мужчина иногда похожий на Мохова всегда сидит, брюнет, девушка, блондинка такая какая-то другая. Ну это была моя какая-то защита. Я не знаю, если бы я, наверное, не придумала такой способ, то, возможно, мне было бы гораздо труднее все это переживать. Ты перестала рисовать, когда ты вышла? Да, я перестала. Ты больше не рисуешь? Нет, только детям что-то. Ты хотела получить эти рисунки? Да. И мы специально привезли сюда человека, который их хранил. Семь рисунков, которые были. Спасибо, что сохранили. Вы не скучаете по Кате? По Кате, а как скучать по ней? Мои чувства к ней не охладели. То есть вы ее продолжаете любить? Да. И вы бы хотели с ней быть вместе? Вместе не получится, так, если бы встретиться, можно было поговорить, конечно. Вы бы хотели этого? Если от нее зависит все. Вы же хотели с ней поговорить? Нет, я хотел не прощения просить. Давайте я вас запишу на телефон. Вот что бы вы ей сказали? Я бы Катю просил прощения. Но после выхода на свободу мое первое и главное желание – попросить прощения у потерпевших. Вот, Катя, пожалуйста, прости меня за те мучения и страдания, которые тебе пришлось пережить по моей вине. Я к тебе и к Лене относился всегда с уважением. Вы прям как из протокола. Он записал для тебя видео. Нет. Ты не хочешь Нет. его смотреть?
Ты знаешь, что он до сих пор хочет встретиться с тобой? Да. Ты знаешь? Я знаю, но я не понимаю, зачем. Он просил прощения у тебя в этом видео. Ты веришь в то, что он раскаивается? Нет, конечно. Снятся сны страшные? Нет, никогда. Кошмаров нету? Нет. Вы в Бога верите? Нет. У меня свой Бог. Какой? Атеист я. То есть вы думаете, что после смерти ничего не будет? Нет, ничего не будет. Ада нет? Ада нет. И рая нет.